Ezekiel had to do some strange things. И Иезекиилю приходится делать довольно странные вещи. Очень даже. Very strange. Yeah, in chapter 4, В 4 главе he was told to take a clay tablet, ему было сказано взять глиняную табличку. and he had to draw a picture of the city of Jerusalem on it, И нужно было на ней нарисовать картинку, изображающую Иерусалим. and then show it being attacked by the enemy army. И показать, как Иерусалим атакуется армией врага. Then take an iron plate and put it between you and the tablet. И потом взять железную доску и поставить как бы железную доску между собой и городом, и глиняной табличкой. And then he was told to attack the tablet. И потом ему нужно было осаждать табличку, то есть город. Well, the picture is that God is going to do something against Jerusalem. И образ здесь какой? Бог что-то сделает с Иерусалимом. Против Иерусалима что-то сделает. And then this strange situation where he had to lie on his left side for 390 days. И потом еще одна странная ситуация. Ему надо лежать 390 дней на боку, на левом боку. And then turn over on your right side and lie on that for 40 days. И потом перелечь на правый бок и лежать 40 дней. We don't know what those numbers represent. И мы не знаем, что символизируют эти числа. But we are told it has something to do with the sins of Israel. Но мы видим, что каким-то образом это связано с грехами Израиля. In chapter 5, 5 глава. he was to shave his head and shave his beard. Ему нужно было побрить волосы и бороду сбрить. And then he was to divide his hair into 3 parts. И потом нужно было его волосы разделить на 3 части. Maybe it'd be better if we used you as an illustration. Наверное, лучше было Влада использовать как иллюстрацию. Well, they divided into 3 parts. Итак, он разделил на 3 части. Burn a third of it. Сжег треть. And the other third, you take it and you beat it with a sword. Другую треть изрубить ножом. And then the other third, you scatter it in the wind. А еще треть развеять по ветру. In verse 2, you shall burn with fire 1/3 in the midst of the city. Но во 2 стихе сказано, что вот нужно взять и изрубить ножом в окрестностях города. Now, I mean, people are going to see this. Иными словами, люди должны увидеть это. Probably not too many people actually witnessed some of these things, but there were witnesses. Скорее всего, не так уж много буквальных свидетелей напрямую видели вот эти вещи, но свидетели были. I think that after a year of this, people would notice. Я думаю, что после года, когда год человек лежит где-то, люди обычно замечают. Yeah, let's go see the crazy lady. Давайте посмотрим на эту безумную женщину там, которая лежит на дороге. Yeah. Okay, well, he explains what that is all about. И дальше Бог через пророка объясняет, что это значит. He says it's going to be a picture of judgment. Он говорит, это образ суда. Some are going to die by the sword, some are going to die by disease. Кто-то умрет от меча, кто-то умрет от болезней. And a third of you are going to be scattered to other nations. И треть из вас будет рассеяна в другие народы. So we have an explanation as to Поэтому the также meaning. мы видим, что значение этого перформанса разъясняется. In chapter 6, В 6 главе we have prophecy against the high places. мы видим пророчество горам Израилевым против гор.
So at the end of verse 3, he says, I will destroy your high places. В конце 3 стиха говорится, вот я наведу на вас меч и разрушу высоты ваши. You see in verse 4, then your altars will be desolate, your incense altars broken. Стих 4. Жертвенники ваши будут опустошены, столбы ваши в честь солнца будут разбиты. I'll cast down your slain men before your idols. И повергну убитых ваших перед идолами вашими. In verse 7, the slain shall fall in your midst, and you shall know that I am the Lord. Стих 7. И будут падать среди вас убитые, и узнаете, что я Господь. So it doesn't just happen, but God is going to cause it to happen. Это не случилось вот прямо в тот же момент, но Бог в итоге сделал так, что это случилось. In chapter 7, we have a description of the Babylonian Conquest. В 7 главе мы видим описание вавилонского завоевания. And in verse 27, he says at the end, according to what they deserve, I will judge them. В стихе 27 в конце Бог говорит, что поступлю с ними по путям их, и по судам их буду судить их. In chapter 8, he has a vision. И вот в 8 главе мы видим интересное видение. Again, he sees the glory of God. Опять же, Иезекииль видит славу Божию. In verse 4, behold the glory of God, like the vision that I saw in the plain, that is in chapter 1. И вот 4 стих, там была слава Бога Израилева, подобная той, которую я видел на поле. Это называется то, что было в 1 главе. He's going to see a vision of the temple. И далее Иезекииль видит такое видение храма. In verse 7, he brought me to the door of the court. When I looked, there was a hole in the wall. И привел меня ко входу во двор, и я взглянул, и вот в стене скважина. Dig into the wall. И сказал мне, сын человеческий, прокопай стену. Okay? So he started digging the wall, and there was a door. И я прокопал стену, и вот какая-то дверь. The Lord said, go in, see what's happening in Господь there. сказал, войди, посмотри, что там происходит. And it says in verse 10, И в 10 стихе I saw every kind of creeping thing, abominable beasts, all the idols of the house of Israel portrayed all around on the walls. И вот вижу всякие изображения пресмыкающихся и нечистых животных, и всякие идолы дома Израилева, написанные по стенам кругом. Okay, you have things that would defile, unclean things. То есть мы видим такие оскверняющие, нечистые вещи. And in addition to that, you have all of these false gods, and they're painted on the walls. Плюс мы видим всех их лжебогов, которые нарисованы по стенам. And then he said there were 70 men of the elders of the house of Israel. И дальше говорится, что 70 мужей из старейшин дома Израилева стоят перед ними. And he said that they're doing things in closed rooms, and they think nobody sees them. И дальше Бог говорит в 12 стихе, что они вот эти все вещи делают в закрытой комнате. Они надеются, что никто их не видит. See, at the end of verse 12, Стих the 12. Lord doesn't see us. Ибо говорят, не видит нас Господь. Well, he went to another place, Вот еще одно место. and in verse 14, Стих 14. Привел меня ко входу в ворота the дома women were sitting Господня. there weeping for Tammuz. И вот там сидят женщины, плачущие по Фамузе. Well, Tammuz was a false god. He would be similar to Adonis. Фамуз это такой лжебог, похожий на греческого Адониса, сын Афродиты. He's also involved in this fertility cult. И также вот этот Адонис, он связан с культом плодородия, о котором мы говорили. And the Lord said, well, there are even greater abominations. И Бог говорит, ну давай еще больше мерзости покажу, 15. Verse 16, they went into the inner court of the Lord's house. Ввел меня во внутренний двор дома Господня. And there were about 25 men, and they had their back to the temple. И там 25 мужей стоят спинами своими к храму Господню, They're facing the east, а лицами своими на восток. worshiping the sun. И кланяются на восток солнцу, поклоняются солнцу. They're doing this in the temple. Они делают это в храме. So God says, I am not going to tolerate this. И Бог говорит, я не буду это больше терпеть. In chapter 9, В 9 главе, in verse 3, стих 3. says, the glory of the God of Israel had gone up from the cherub, Говорится, слава Бога Израилева сошла с Херувима.
It's going to be in the Holy of Holies. То есть это в святом святых происходит. So now the visible manifestation of God's presence has gone up То есть теперь вот видимое проявление from over Божьего the Ark of присутствия, the Covenant, оно поднимается от ковчега Завета and he went to the threshold of the temple. и идет к порогу храма. Now, he has a vision. И далее Иезекииль видит видение. There are 6 men, 6 человек. and one of them has an inkhorn. He's got an Да, и у одного из них при себе прибор писца, writing kit, yes? yeah. And the Lord said, "Okay, I want you to go throughout the city of Jerusalem, И сказал ему Господь, да, этому человеку, одетому в льняную одежду, пройди посреди города, посреди Иерусалима. and if you find people who are disturbed by all of these abominations, И если ты видишь людей, которые скорбят обо всех этих мерзостях, put a mark on their forehead. поставь знак им на лоб. If you see they're disturbed by all of this sinful activity." То есть, если видите кого-то, кто воздыхает и скорбит из-за всех этих греховных Now there are 5 others, И есть еще 5 других. and he said, "You go after this man and kill." И им говорит Господь, пойди идите за ним по городу и убивайте. Kill old and young, women, children. Старых, юношу, девицу, младенца, жен. Ezekiel says, "Well, Lord, you know, this is too much." И Иезекииль говорит, Господь, слишком много. But God said in verse 9, "The iniquity of the house of Israel and Judah is exceedingly great. The land is full of bloodshed and the city full of perversity." И в 9 главе, 9 стихе Бог говорит Иезекиилю, «Нечестие дома Израилева и Иудина велико, весьма велико, и земля сия полна крови, город исполнен неправды». In verse 3 of chapter 10, 10 глава, 3 стих. the cherubim, Херувимы же, now these are again like these 4 living creatures from chapter 1. опять же, херувимы это 4 животных в 1 главе. They were standing on the south side of the temple. Стояли по южную сторону храма. The man went in, and the cloud filled the inner court. Когда вошел тот человек, и облако наполняло внутренний двор. Then the glory of the Lord went up from the cherub and paused over the threshold of the temple. И поднялась слава Господня с херувима к порогу дома. All right, go down to verse 18. Стих 18. Дальше читаем. Then the glory of the Lord departed from the threshold of the temple. И отошла слава Господня от порога дома. The presence of God is going to leave the temple. И таким образом присутствие Божье сейчас покинет храм. And it's never going to come back И больше не вернется. until the Lord has established a temple in His kingdom. До тех пор, пока сам Господь не поставит храм в своем царстве. In chapter 11 we have a promise of restoration. В главе 11 мы видим обетование о восстановлении. In verse 16 of chapter 11, И в 16 стихе 11 главы it says, "Even though I have scattered them among the nations, там Бог говорит, хотя я удалил их к народам, I shall be a little sanctuary for them in the countries where they have gone." но я буду для них некоторым святилищем в тех странах, куда пошли они. You see, these people will still be able to worship the Lord if they want to. То есть эти люди все равно смогут поклоняться Богу, если захотят. Verse 19. Стих 19. «Дам им сердце единое, и дух новый вложу в них, и возьму их с плоти, и сердце каменное, и дам им сердце плотяное». 11-19. What is that? Что это такое? Это Новый Завет. New Covenant. It's the new covenant. Это Новый Завет, да. Yeah. We read this yesterday. Where? Мы читали это вчера где? Ведение. Jeremiah. Где именно? 31. 41. Yes. Да. That's good. Это здорово. Молодцы.
But that's what he's saying, okay? Вот что здесь I говорится. gave you this covenant. I'm going to keep my word. Я дал вам этот завет, я сохраню слово свое. All right, go down to verse 23. Но давайте 23 стих прочитаем. І знялася слава Господня спосеред міста, та й зупинилася над горою, що на схід від міста. Okay, now you see what's happened? Видите, что происходит? You went from the Holy of Holies Слава ушла сначала из святого святых to the door of the к temple, дверям храма, went out of the door, вышла из дверей храма, and now it has gone over to the Mount of Olives. и теперь уже поднялась и остановилась над Масличной горой. Chapter 13, 13 глава. judgment on the false prophets. Суд на лжепророков. Verse 3, woe to the false prophets. Стих 3. Горе безумным пророкам, They follow their own spirit, but they've seen nothing. которые водятся своим духом и ничего не видели. In verse 6, Стих 6. they say, thus says the Lord, Они говорят, Господь сказал, but the Lord didn't send а them. Господь не посылал их. But they hope И обнадеживают, that what they say will be confirmed. что слово сбудется. But in verse 8, he says, you have spoken nonsense. You have envisioned lies. Так как вы говорите пустое и видите в видениях ложь, Oh, God says, I'm going to bring judgment то Бог говорит, on я you. наведу суд на вас. Down in verse 17, К 17 стиху переходим. he talks against women who are involved in false prophecy. Здесь обращается Бог через пророка к женщинам, которые участвуют в этом ложном пророчестве. And who are involved in superstitious practices. И которые участвуют во всяких таких оккультных, суеверных практиках. So it says in verse 18, woe to the women who sew magic charms on their sleeves. Да, горе сшивающим чародейные мешочки под мышку. Oh, it's amulets, Это амулеты. it's good luck charms. Такие вот, да, Yeah, it's magic things. такая магическая штука, которая у вас там на чем-то там висит, там, или For blessing or for cursing. на благословение против проклятия, да. Мне рассказано, что они там собирают души туда, я не могу понять, как они еще... Нет, ну, в современном переводе горе тем женщинам, которые шьют колдовские повязки всем на запястье. Это красный вид начинается. И делают головные покрывала разных размеров. Ой, и дальше. I don't like you. I'm going to put a curse on you. А это типа для сглаза. И ты мне не нравишься, я на тебя через это проклятие наложу. I'm going to get a doll that looks like you and stick pins in it. Я возьму куклу на тебя похожую и иголки в нее вкрою. You set a trap to catch a То bird. есть вы ставите ловушку, чтобы поймать птичку. He's saying that's what these people are trying to do with their magic charms. И вот что Бог говорит, эти люди пытаются сделать своими чарами. So that would be one way. Да, ну там типа приворотные там зелья, шмелья вот в наше время, да? Or Приворот, отворот. somehow you can control what other people do. Или каким-то образом вы думаете, что можете контролировать через это, что делают другие That's what люди. they're saying that they can do here. Вот что, как здесь It говорится. says you're lying to my people. А, You're lying to Бог my говорит, что people. вы лжете моему народу. You're taking people away from looking to the Lord for answers. Вы уводите людей в сторону, чтобы они не обращались к Господу за ответами. All right, go down to chapter 14, Давайте 14 главу посмотрим. verse 13. Стих 13. When a land sins against me by persistent unfaithfulness, I'll stretch out my hand against it and cut off its supply of bread and send famine. Если бы какая земля согрешила предо мною, вероломно отступив от меня, и я простер на нее руку, истребил в ней хлебную опору и послал на нее голод. Now he said, even if there were 3 men, Noah, Daniel, and Job in it, И если бы нашлись мне си 3 мужа, 14:14, Иной, Даниил и Иов,
they would only deliver themselves by their righteousness. то они своей праведностью спасли бы только свои души, говорит Господь Бог. Not enough. Недостаточно их праведности. So in verse 21, he talks about 4 severe judgments on Jerusalem. И в стихе 21 говорится о 4 суровых судах на Иерусалим. The sword, Меч, famine, голод, wild beasts, лютые звери disease. и моровая язва, то есть эпидемия. In verse 23, Стих 23. I've done nothing without cause. Бог ничего не делает напрасно. Some people think, oh, God just takes pleasure in seeing people suffer. И люди некоторые говорят, ну Богу просто нравится наблюдать, как люди страдают, он удовольствие от этого получает. Do you think that God is right to punish evil? Как вы думаете, прав ли Бог, когда наказывает зло? Of course. Yes, we all say yes, and that's in principle. И все мы говорим «да», когда это такой абстрактный принцип. But oftentimes when we see it happen, we don't like it. Но очень часто, когда мы видим, как это реально происходит, нам это не нравится уже так сильно. Why doesn't God do it some other way? Эй, Бог, почему нельзя было это сделать как-то иначе? Well, how do you want Him to do it? А как ты хотел, чтобы это было сделано? How about a great earthquake? Да, ну представьте, да, большое землетрясение. How about a great flood? Как насчет Великого потопа? How do you want it to happen? Как вы хотите, чтобы это случилось? Как вы хотите это Нежно случилось? и быстро. Maybe everybody should just drop dead, like Может быть, the Assyrian army. все должны очень быстро просто и умереть, как ассирийская армия. But see, oftentimes God uses military invasion, Но очень часто мы видим, Бог использует военное вторжение, famine, голод, disease, болезни, domestic violence, какое-то даже домашнее насилие, civil unrest. какие-то гражданские беспорядки в обществе. In chapter 16, Далее, 16 глава. this is one of 2 X-rated chapters in this book. В этой книге это одна вот из 2 глав, так сказать, 18+. There are a couple of chapters that you will never hear being taught on a Sunday morning at church. Я говорил уже, что есть несколько глав в Библии, которые вы навряд ли когда-либо услышите в воскресное утро в церкви. This is one of them, Да, это одна из них. and then again in chapter 23. Ну и еще похожая 23 глава. In verse 2, В стихе cause 2. Jerusalem to know her abominations. Сын человеческий, выскажу Иерусалиму мерзости его. Your birth and your nativity are from the land of Canaan. Your father was an Amorite, your mother was a Hittite. Твой корень и твоя родина в земле ханаанской, отец твой Мария, мать твоя хиттиянка. This is talking about Jerusalem. Здесь говорится про Иерусалим. So they have a heritage То есть у них было такое наследие. from pagan culture. Наследие языческих The культур. city does. Города. Obviously, this is not talking about Jews because they have a different heritage. Очевидно, здесь не говорится обо всех евреях, потому что евреях, потому что у них другое наследие, другое происхождение. But he's going to talk about Jerusalem, and he's going to talk about the people living in it. Но здесь Бог говорит о Иерусалиме и о людях, которые там живут. And he said, okay, let's look at your history. И Бог говорит, давай посмотрим твою историю. Verse 4, as for your birth, on the day you were born, your navel cord was not cut, Стих 4. При рождении твоем пупа твоего не you отрезали, were not washed in water to cleanse you, водой эту не была омыта для очищения, nor rubbed with salt, nor swathed in swaddling cloths. солью не была солена и пеленами не повита. Next verse, he said, you were just thrown out right after you were born. You were just thrown out in the field to die. В стихе говорится, что в день рождения твоего ты было выброшено на поле умирать. Verse 6, I passed by, 6 стих. Я saw you struggling in your own blood, проходил мимо тебя и увидел тебя брошенным на попрание в кровях твоих. and I said to you, live. И сказал тебе, живи.
I made you thrive like a plant in the field, and you grew and matured. Умножил тебя, как полевые растения, ты выросла и стала большая, You became very beautiful. и достигла превосходной красоты. Your breasts were formed. Поднялись груди, Your hair grew. и волосы у тебя выросли. But you were naked and bare. Но ты была нагая и не покрыта. I passed you by again and looked, and your time was of love. И проходил я мимо тебя, и увидел тебя, и вот это было время твое, время любви, Okay, time to get married. время жениться. So I spread my wing over you and covered your nakedness. И простер я воскрылья риз моих на тебя, и покрыл наготу твою. I swore an oath to you, entered into a covenant with you, and you became mine. И поклялся тебе, и вступил в союз с тобой, говорит Господь Бог, и ты стала моею. Okay, now he says, and I washed you, И дальше Бог говорит, я мыл тебя, anointed you with oil, помазал тебя елеем, clothed you in embroidered cloth, and gave you sandals of badger skin. надел на тебя узорчатое платье, обул тебя в софьяные сандалии, I clothed you with fine linen and covered you with silk. покрыл тебя шелковым покрывалом, опоясал тебя вессоном. What do you think, ladies? Is this good? Борис, как вам кажется? Простите, дамы, милые дамы, как здорово, да? Конечно. Такой Oh, прикид. okay. I adorned you with ornaments. I put bracelets on your wrists and a chain on your neck. Положил на руки твои запястья, на шею твое ожерелье. I put a ring in your nose and earrings in your И ears. дал тебе кольцо на твой нос и серьги к ушам твоим. Beautiful crown on your head. И на голову твою прекрасный венец. In verse 13, you were adorned with gold and silver. Your clothing was fine linen, silk. Так украшалась ты золотом и серебром, и одежда твоя была весон и шелк. And you had the best food to eat. И у тебя была самая лучшая еда. You were exceedingly beautiful. Ты была чрезвычайно красива. And your fame went out among the nations because of your beauty, for it was perfect. И пронеслась по народам слава твоя ради красоты твоей. Why? Почему? Through my splendor, which I bestowed on you, says the Lord. Потому что ты была в плане совершенно при том великолепном наряде, который я возложил на тебя, говорит Господь Бог. But you trusted in your own beauty and played the harlot because of your fame. Но ты понадеялась на красоту твою и, пользуясь славою твоей, стала блудить. And you poured out your harlotry on everyone passing by who would have it. И расточала блудодейство твое на всякого мимоходящего, отдаваясь ему. So you took some of your garments and adorned multicolored high places for yourself and played the harlot on them. И взяла из одежд твоих, и сделала себе разноцветные высоты, и блудодействовала на них. What are we talking about? О чем мы здесь говорим? Эти карточки? About these shrines. Yes. Да. So they're taking the blessing that God had given Они взяли благословение, которое дал им Бог, and using it и использовали это, to commit spiritual adultery. чтобы совершать духовное прелюбодеяние. Verse 17. Стих 17. Taking your beautiful jewelry from my gold and my silver. И взяла нарядные твои вещи из моего золота и из моего серебра. Made yourself male images and played the harlot with them. И сделала себе мужские изображения и блудодействовала с ними. Understand that? Понимаете? They become sexual objects. Нет, это стали вот сексуальные объекты. So they are going to fashion male genitalia. То есть они как бы создавали какие-то изображения, которые отображали форму мужских гениталий. So he goes on and he talks about И дальше продолжает там, how they used God's blessing говоря, описывая то, как они использовали Божье благословение. To worship false gods and engage in immoral practices. Поклонение ложным богам и для участия в моральных практиках. And he also says you sacrificed your children. И также он говорит, что вы приносили в жертву детей. In verse 20. В стихах 20. You've sacrificed unto them to be devoured. Ты приносила в жертву сыновей и дочерей твоих на съедение им. And he calls this whoredom. Yeah,
whatever. Да, мало ли тебе было блудодействовать. In verse 21 he said, you caused them to pass through the fire. И говорит 21 стих, что ты сыновей моих заковала и отдавала им, проводя через огонь. I mean, that they had become so perverted that they would even sacrifice their children. То есть они настолько развратились уже сошли с ума, что даже в жертву детей приносили. He said, and you don't even think about what you were when I found you. И Бог говорит, что вы даже и не думали, 22 стих, вы уже и забыли о тех днях, когда я нашел вас. So in verse 24, you built yourself a shrine, made a high place for yourself in every street. Стих 24. Ты построила себе блудилище и наделала себе возвышение на всякой площади. You built your high places at the head of every road. При начале всякой дороги устроила себе возвышение. You offered yourself to everyone who passed by. Да, и раскидывал ноги твои для всякого мимоходящего. You committed harlotry with the Egyptians, your very fleshly neighbors. Блудила с сыновьями Египта, соседями твоими, людьми высокорослыми. In verse 28, you played the harlot with the Assyrians because you were insatiable. В современном переводе похотливыми египтянами. 28. И блудила ты с сынами Ассура и не насытилась. Речь об ассирийцах. So God is saying, look, you've gone to these foreign nations and you have worshipped their gods. И о чем здесь говорит Бог? Вы отправились в эти иные народы, вы поклонялись их богам. If you go down to verse 31, И когда вы читаете 31 стих, he says, you erected your shrine at the head of every road. говорится, что когда ты строила себе блудилище при начале всякой дороги, Built your high place in every street. и делала себе возвышение на всякой площади, Yet you were not like a prostitute because you scorned payment. ты была не как блудница, потому что отвергала подарки. I mean, the prostitute does this for money. Иными словами, что блудница, проститутка, она делает это ради денег. He said, you're not like that, Но Бог говорит, ты не такая. but a wife that commits adultery Ты хуже, ты как прелюбодейная жена, takes strangers instead of her husband. принимающая вместо своего мужа чужих. Now they give gifts to all prostitutes, Всем блудницам дают подарки, but you give gifts to all your lovers. а ты сама давала подарки всем любовникам He's твоим. saying you paid them. То есть Бог говорит, ты им You платил, hired them to come to you. ты нанимала их, чтобы они к тебе приходили, подкупала их. So he says in verse 34, you are the opposite of other women in your harlotry. Стих 34. У тебя в блудодеяниях твоих было противное тому, что бывает с женщинам. То есть No one противоположное. solicited you to be a harlot, Не за тобой гонялись, чтобы как but you gave payment. не тебя домогались, да, но ты давала подарки. So God says, I am going to punish you. И Бог говорит, я накажу тебя. And down in verse 41, И 41 стих. they'll burn your houses with fire, execute judgment on you in the sight of many women. Сожгут домы твои огнем и совершат над тобою суд пред глазами многих жен. I will make you cease playing the harlot, and you shall no longer hire lovers. И положу конец блуду твоему, и не будешь уже давать подарков. So God says, but I'm going to punish you. Да, Бог говорит, я накажу тебя, утолю над тобой гнев мой. In verse 44, Стих 44. maybe you have such an expression in your language. Может, у вас что-то подобное в вашем языке такое выражение? Какого мать, такого и дочь. Да, яблоко от яблока. Yeah, we have that. Yeah, Apples do not fall far from apple tree. like father, like son.
Да. Каково So he says in verse 45, you are your mother's daughter. Да. 44, да. Какова мать, такова и дочь. И 45, ты дочь мать твою. Hating husband and children. Которая бросила мужа своего и детей своих. And you are the sister of your sisters. И ты сестра в сестер твоих. Your mother was a Hittite, your father was an Amorite. Мать ваша хатиянка, отец ваш Аморей. Your elder sister is Samaria. Большая же сестра твоя Самария. And your younger sister А меньшая сестра твоя, is Sodom. живущая от тебя вправо, есть Содом. Well, that's quite a family, isn't it? Вот такая, ничего такая семейка, да? And he says in verse 48, И в стихе neither your 48. sister Sodom nor her daughters have done as you and your daughters have done. Живу я, говорит Господь Бог, Содома, сестра твоя, не делала того самого, и ее дочери, что делала ты. I mean, this is amazing. We think about how bad Sodom was and God destroyed it. Потрясающе. И мы, конечно, думаем, ой, какой был плохой Содом, вот за это Бог их уничтожил. And he's saying to Jerusalem, you are worse. И Бог говорит Иерусалиму, вы хуже, чем Содом. In verse 51, Samaria did not commit half of your sins. Стих 51, и Самария половины грехов твоих не нагрешила. He says they are more righteous than you are. И он говорит, что они праведнее вас. Ты превзошла их мерзостями твоими. Do they deserve judgment? Заслуживают ли они суда? Absolutely. Конечно. But in verse 60, Но стих 60. nevertheless, I will remember my covenant with you in the days of your youth. Но я вспомню союз мой с тобою в дни юности твоей. I will establish an everlasting covenant with you. И восстановлю с тобою вечный союз. And then you will remember your ways and not be ashamed. И ты вспомнишь о путях твоих, и будет стыдно тебе. 62. I'll establish my covenant, 62. Я восстановлю союз мой с and тобой. you shall know that I am the Lord. И узнаешь, что я Господь. Let's go to chapter 18. Давайте откроем 18 главу. Verse 2. What do you mean when you use this proverb concerning the land of Israel? Зачем вы употребляете в земле Израилевой эту пословицу, 2 стих, говоря, The fathers have eaten sour grapes, and the children's teeth are on edge. отцы ели кислый виноград, а у детей на зубах оскомина. You're not going to use this proverb anymore. Бог говорит, не буду вперед говорить пословицу этого Израиля. Больше не будете ее использовать. All souls are mine, the soul of the Father as well as the soul of the Son. Ибо все души мои, как душа отца, так и душа сына. The soul who sins shall die. Душа согрешающая да умрет. What kind of death are we talking about here? О какой смерти мы здесь говорим, душа согрешающая да умрет? Physical. Physical death, yeah. Физическая смерть. Judgment in time. В земной жизни. But this is not talking about salvation from the penalty of Здесь sin. не говорится о спасении от наказания за грех. We all sin. Мы все грешим. But your sins are bad, mine are not so bad. Да, но тут речь не о том, что о, ваши грехи такие плохие, а мои нормальные. Извините, вам не повезло. All right, now God goes along and he says, now, if you have obeyed my law, И Бог говорит, что если вы повинуетесь закону моему, you haven't been involved in не idolatry, участвуете в идолопоклонстве, you haven't committed не adultery, прелюбодействуете, you haven't oppressed, you haven't stolen. не крадете, не угнетаете ближних, So it says in verse 9, то в стихе 9 he's walked in my statutes, kept my judgments faithfully, he's just. человек, который поступает по заповеди моим и соблюдает постановления мои искренне, то он праведник, And he shall surely live. и он непременно будет жив. Here he's saying, keep the law, Здесь Бог говорит, And you соблюдайте live. закон, будете живы. break the law, Нарушите закон, you die. умрете. I set before you today life and death. Я положил перед тобой ныне жизнь и смерть. Choose life. Избери жизнь. All right, now we have in verse 10 and following, И в 10 стихе ниже we have, what we have here are three generations. We have мы видим 3 поколения. father, Отца, son, сына grandson. и внука. Okay.
Father, he's a righteous man. Отец праведник, He's going to live. он будет жив. Now, if he begets a son who is a robber or a shedder of blood, Если у него родился сын, разбойник, проливающий кровь, then he goes on and he talks about a lot of other sin. и дальше развивается действие, Бог рассказывает о многих других грехах. So in verse 13 it says, he shall not live. И вот 13 стих, то такой человек непременно умрет. He shall surely die. Он не будет жив, он непременно His умрет. blood shall be upon him. И кровь его будет на нем. Temporal judgment. Временный земной суд. You're guilty, Виновен? you're going to be held accountable. Получи, предстанешь перед ответом. Now, if he begets a son, Но если у кого родился сын, подразумевается, что если вот тот непутевый сын родил еще сына, and he sees all of the sins of his father. который, видя все грехи отца So in своего, verse 14, now we have the grandson. то есть вот с 14 стиха мы видим уже внучка, And he sees what his father has done, but he doesn't do them. видит все грехи отца своего, но не делает их, не делает подобного. He doesn't get involved in this sinful behavior. Не участвует в этом греховном поведении. At the end of verse То 17, в конце 17 стиха говорится: he shall not die for the iniquity of his father, «Сей не умрет за беззаконие отца своего, he shall surely live. он будет жить, будет жив». So we see in verse 19, И в стихе 19 well, мы let's go down to видим, verse 20. давайте The soul who 20. sins shall die. «Душа согрешающая, она умрет. The son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. The righteousness of the righteous will be upon himself, the wickedness of the wicked shall be upon himself. Праведность праведного при нем и остается, и беззаконие беззаконного при нем и остается». Now there are many people И многие люди, who are concerned about the four-generation curse. переживают о родовом проклятии на 4 поколения. Другие люди, которые сшибают на это много денег. In Exodus chapter 20, Исход 20 глава, verse 5, стих 5. I, the Lord, your God, am a jealous God, visiting the iniquity of the fathers on the children, to the third and fourth generation of those who hate me. «Я, Господь Бог твой, Бог ревнитель, наказывающий детей за вину отцов до 3-го и 4-го рода, ненавидящих меня». Исход 25. Это одна из... There's been a lot of false and harmful teaching Было очень много лжеучения, весьма вредного, because people have not understood this. поскольку люди не понимали того, что здесь написано. There are some who think there is this transgenerational curse. И люди думают, что вот есть какое-то проклятие, передающееся по наследству. Oh, I did horrible things in my lifetime, О, я когда жил, делал мерзкие and делишки, therefore my grandchildren and my great-grandchildren are going to suffer. и вот мои дети, внуки и правнуки будут жестоко страдать из-за этого. That's not what this is teaching. Здесь не об этом учится. He says that this will happen to the third and fourth generation of those who hate me. И здесь говорится, что это будет вот до 3-го и 4-го рода ненавидящих меня. The children, the grandchildren do not hate the Lord. Что будет, если дети и внуки не будут ненавидеть Господа? Each generation is responsible for its own decisions. Каждое поколение ответственно за собственные решения. Now, certainly parents may do some horrible things and it causes suffering for their children or grandchildren. И, конечно же, родители могут делать жуткие, мерзкие вещи, которые влияют и на детей, и даже на внуков. My parents were alcoholics. Мои родители были алкоголики. This caused suffering in my home. И в моем доме из-за этого было много страданий. My father spent all of his income on alcohol. Мой отец весь доход свой тратил на алкоголь. And when he got drunk, he was very abusive. И когда он напивался, он очень как бы себя нехорошо вел, очень
насилие физическое проявлял. It was horrible. Это было жутко. And I suffered not because of my sin, И я страдал не из-за своего греха. but I grew up in a bad family. Я вырос в плохой семье. But this was not God's judgment on me. Но это не был суд Божий на меня. Now, everybody at one time or another has suffering in life. Любой человек в тот или иной момент жизни страдает. Sometimes it's for sin, but sometimes it's just because we live in a cursed world, Порой это из-за своего греха, а порой потому, что мы живем в проклятом мире. or we live in a sinful nation, Или живем в развращенном народе. or in a sinful family. Или в очень греховной семье. So the fact that you may be in a bad situation does not necessarily mean that you are being judged for sin. И потому тот факт, что у вас в жизни случилась плохая ситуация, совершенно не значит, что Бог сейчас вас судит за какие-то ваши грехи. And if you want to trust the Lord, then He will deliver you. И если вы решите довериться Господу, Он избавит вас. So this is saying that He visits the iniquity of the fathers to the third and fourth generation of those who hate Him. И здесь говорится, что Бог наказывает детей за вину отцов до третьего и четвертого рода, ненавидящих меня. But He will show mercy to thousands of generations to those that love Him. И творит милость до тысячи родов любящим меня. You have to look at each one individually. Нужно рассматривать каждого индивидуально в этой истории. I mean, now Tamar, now she was raped and she didn't have anything to do with that. Тамаре, ее изнасиловали, она никакого вообще отношения к этому не Okay, имела. that was not her fault. Это So, не была ее so ошибка. she suffered unjustly. Она несправедливо пострадала. But she's not being punished because of David's sin. Но она не была наказана за грех Давида. If you take the other sons, Если смотрите на остальных сыновей, you can see how they were involved in sinful activity. то видно, как они действительно очень греховно себя начали вести. So, in a way, it was judgment on David to see his sons sinning and then being punished for it. И с одной стороны, это был суд в отношении Давида, да, он видел, как его дети грешат, и потом получают суд Божий за это. So he sees 4 of his sons die. Он видел, как 3 его сына умерло в течение его жизни, но еще один умер после его смерти. You see, they have these children of David, these other sons who were involved in sinful activity. Но мы видим мы видим детей Давида, которые грешат сами по полной программе и получают. So we would not say that they loved the Lord. Поэтому мы не можем сказать, что они любили Господа. Okay, let's go back to Ezekiel 18. Ну давайте вернемся к Иезекиилю 18 главе. So at the end of verse 17, В конце 17 стиха. he will not die for the iniquity of his father. Итак, сей не умрет за беззаконие отца своего. In verse 20, Стих 20. the son shall not bear the guilt of the father, nor the father bear the guilt of the son. Сын не понесет вины отца, и отец не понесет вины сына. So your children may sin, И ваши дети могут грешить, but you're not going to be punished for their sins. но вас за их грехи Бог наказывать не будет. This is not to say that you might not suffer, Это не значит, что вы не будете страдать из-за их грехов. but there's a difference between suffering and suffering because of divine discipline. Но есть разница между просто страданием и страданием по причине божественной дисциплины из-за вашего греха. So he says in verse 23, И в 23 стихе говорит Бог: do I have any pleasure at all that the wicked should die, «Разве я хочу смерти беззаконника? and not that he should turn from his way and live? Не того ли, чтобы он обратился от путей своих и был жив?» So in verse 26, when a righteous man turns away from his righteousness, commits iniquity, and dies in it, it's because of the iniquity which he has done that Стих he dies. 26. «Если праведник отступает от правды своей, делает беззаконие, и зато умирает, то он умирает за беззаконие свое, которое сделал».
And when a wicked man turns away from the wickedness which he has committed and does what is lawful and right, he preserves himself alive. И беззаконник, если обращается от беззакония своего, какое делает, творит суд и правду к жизни, возвратит душу свою. Now, this is just like what we saw yesterday in Jeremiah 18. Это как то, что мы видели вчера с вами в Иеремии, тоже 18 главе, Verses 7 to 9. стихи 7 по 9. So, in verse С этим 30. горшечником. Итак, 30 стих. Therefore I will judge you, O house of Israel, «Посему я буду судить вас, дом Израилев, each one according to his ways. каждого по путям его. Repent and turn from all your transgressions, Покайтесь и обратитесь от всех преступлений ваших, so that iniquity will not be your ruin. чтобы нечестие не было вам преткновением. Cast away from you all the transgressions which you've committed. Get yourselves a new heart and a new spirit. Отвергните от себя все грехи ваши, которыми согрешали вы, и сотворите себе новое сердце и новый дух». Verse 32, I have no pleasure in the death of the one who dies, says the Lord. Therefore turn and live. Стих 32. «Ибо я не хочу смерти умирающего, говорит Господь Бог, но обратитесь и живите».